банкрот. Говорит, ну все, мы в течение 2 дней вам перезвоним, если у нас будет какой-то для вас результат. Она перезвонит мне, говорит, все, ваши деньги на месте, идите, получайте. Но я хотя бы думал, хотя бы 2-3 тысячи мне выплатят. И выплатили мне с Божьей помощью, потому что Бог был со мной, 9,5 тысяч гривен. Воздайте славу Богу, потому что Бог с нами. Когда мы Ему говорим, Он действительно нам помогает. Он нас оберегает, охраняет нас. И Он говорит, воздайте свои обеты мне, и я сохраню от пожирающего. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Церковь, я хочу засвидетельствовать. Позавчера я вышел со служебния вечернего, сел на метро, как и все, и поехал на Троещину. Доезжаю, по пути выходит кондуктор и говорит, что трамвай идет только до Сабурова. 28-й трамвай мы едем, он прямо под дом ездит наш. Не едет в конец. Я вышел, зашел еще в магазин. Приходит 2-й трамвай, я сажусь в трамвай, доезжает до Сабурова, не заехал на кольцо, а дальше. Остановился и говорит, дальше не поеду. Оказывается, что впереди сломался трамвай. Я вышел с трамвая и иду одну остановку пешком. Прихожу к этому трамваю, там женщина выходит, водитель этого трамвая. И я вот подумал, как Бог любит этого человека. Она начала переживать, что вот это все случилось, остановился весь транспорт городской и так дальше. И вот эта женщина покаялась. Бог допустил вот эту ситуацию, и это у меня в этом году 40-й человек. Каждого, которого я каю, я беру номера телефонов, фамилия, имя, и я записываю. И это я практикую уже десяток лет. Все, год заканчивается, я снова начинаю 1-й, 2-й, 3-й. И вот у меня вот такая ситуация, которую я покаял 40-го человека вот этом, в трамвае, в машине, ну, водителя трамвая, который сломался. То есть остановился транспорт для того, чтобы человек получил спасение. Спасибо, Церковь. Церковь, давайте пригласим нашего учителя, нашего пастора, нашего апостола. Здравствуйте, церковь, стульев нужны, стульев. Будьте благословенны, рады вас видеть. Кто у нас вчера был здесь, мне пришлось бегом совершить эту тему. Но вот я Лену, по-моему, встречал. И, короче, мне сказали, что вопросов много осталось. Поэтому мне бы хотелось понять, есть у кого-то, что вообще, не только вопросы, может быть, свидетельства даже, что кому стало понятно и что кому стало непонятно после вчерашнего. Я хочу вас выслушать. Я не хочу стать одностороннее движение, вот такое, как радио. Говори, а как там, обратного связи нет. Поэтому мне нужно понять и выслушать вас, кто с чем ушел вчера. С смущением, возмущением, с радостью, счастьем, вопросами или с ответами. Я не вижу вас. Давайте поднимитесь и подойдите сюда. Если вы не подниметесь вовремя, я все подниму. Сюда надо идти. Со вчерашнего вечера. Вы были вчера вечером, да? Давайте поднимитесь. Кто еще там был? Никто больше не был, да? Кому что-то стало понятно. Микрофон возьмите там где-то. Видите микрофон? Здесь я положил. Уже собрали? Вот, да, вот это. Работает? Проверьте. Раз. Да. Когда будет 7 часов, кто-то мне скажет, чтобы я английский
приветствовал. Или уже, а? Уже 7, окей. Уже включили или нет? Английский это самое уже включили? Is the English something on? Can you check right now? Okay, говорят, yes. Hello everybody. We are back in Kiev, Ukraine. We are back here in Kiev, Ukraine. And this is another day that we're doing this fasting and prayer. And people are here just to give their opinions of whatever they heard, the teaching that was there yesterday. So people came up to give their impressions and testimonies and, whatever questions they have. And еще я слышал, что были вопросы. Поэтому если после вчерашней проповеди или какие-то пункты, которые вы бы хотели, чтобы я больше разъяснял или объяснял, тоже можно подойти и сказать, и мы объясним. So if there are some questions, or we have more questions from yesterday's teachings, I want people to ask those questions. So maybe you are watching us at home, and you might be having some questions or impressions that you would like to share. Please go ahead and write them, and we'll see if we will be able to answer your questions or not. Okay, here we go. Здравствуйте, дорогой пастор. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая церковь. Давайте сюда, наверное. Я не буду жаловаться, я наоборот хочу порадоваться и воздать славу Господу. Вот эти темы, которые мы проходим, и прошлогодний пост тоже был по поводу воспитания детей. Я хочу сказать, что вот вы говорили, что там наши дети самые лучшие. Да, вот я могу смело заявить, что мой ребенок действительно лучший, потому что это слава Божья, это моя слава как мамы. Дело в том, что я слушала в свое время, когда родился у меня ребенок, да, я была настроена на позитив. Я вообще по жизни настроена всегда на созидание. И даже когда были какие-то разрушения в жизни, я это не воспринимала, не опускалась вниз. Я хочу слышать суть в том, что я была настроена, чтобы мои дети, когда они появятся, то же самое имели высокую планку, которую задала нам мама. Вот благодаря маме мы воспитаны в духе любви, уважения, почтения, трудолюбия, созидания и так далее. И вот эти все качества я старалась передавать своему сыну. У меня один сын. И когда вот я была, еще молодой мамой, я слышала голос Бога, даже еще не была верующим человеком. Но когда мне приходили эти мысли, я их воспринимала и я применяла, и оказывался очень хороший результат. И вот сейчас у меня ребенок, ему 33 года, он не женат, он живет, работает, учится в Соединенных Штатах, это вообще слава Божья. И он настолько заботливый, внимательный ко мне по жизни всегда. Я его научила всему. Вот что женщина умеет делать, то умеет делать и он. И когда он уезжал, я отпустила его с легким сердцем, потому что я знала, что он все умеет делать, он там не пропадет. А папа был? Папа был, косвенно. Вот как наши все украинские, русские папы. То есть вы доказали, что мама сама может по вождению Духа Святого воспитать ребенка, чтобы он стал лучшим. Мы расстались с папой, когда ребенку было 3 года. И я осознала, что я теперь и мама, и папа. И я не дала спуску, чтобы у меня ребенок... Спасибо. This is a lady that has just come to give testimony about her son, that she was raising up the son by herself, and that she's just trying to testify that it's possible to raise up a successful son all by yourself. So she was divorced at the age of 3, and so she was left alone to raise the son. And she said the son grew up and became very successful. He's living in the United States now. He's treating her very well, and they have the best relationship, and he can do everything. And he's very successful in his profession, just doing very well. And that is only because she was raising him up according to the leading of God. That she will always listen to God's leading. She was a believer and train the baby intentionally. But the guy is now 33 years old and very proud of him.
Здравствуйте, дорогая церковь, здравствуйте, пастор Сандей. Мне открылись глаза вчера на то, что вы говорили, для чего нужен ребенок. Я постоянно хотел ребенка. Мне 28 лет, а детей нет. И вроде кажется, неполноценным себя чувствуешь. У всех в округе есть, а у тебя нет. И ты понимаешь, что тебе хочется. Но я не понимал, зачем. Я не знал. Хочется и все. Вот ты застрели, хочется. Потому что у всех есть, а у меня нет. И я вчера слушал с открытым ртом, и я понял, для чего же, почему же мне так хотелось. Наконец-то понял, да? Да. И я понял для себя. Что вчера ты понял, что почему тебе наконец-то хотелось, да? Да. Мне хотелось, потому что у всех есть. Вчера. Вы мне открыли то, что... Для чего нужны дети? В конце концов, я понял, что это должна быть воля Божья. А оказывается, не все так просто, как хотелось бы нам. Потому что, когда меня родители рожали, я так понимаю, что они даже ни у кого не спрашивали. Они нас двоих родили, как будто бы так положено, как пирожки слепили, и все. Вот так вот. А ты бы хотел такое повторить? Нет. Я уже после такого не хочу. Okay, this guy is telling his own story that he's 28 years old, and for some time now he's been thinking, I'm 28 and I'm not having children. That I'm feeling like everybody is having children all around me who are even younger than me. Like maybe I should have some children because everybody is having children. Then he said, but thank God I didn't have yet, but I never asked myself the question, why? Why do I need the children? What for? So yesterday I was able to get the answer as to what for. Why do we need children? What are children for? And so, yes, that's what he's talking about, that because my parents gave birth to me and the second child. There are two in their family, the two kids. And I just know that my parents didn't even ask God if to give birth to us or not. They just brought us to the world for fun, for their own fun, for their own good. And but that's why we didn't have direction in life. And so I don't want to repeat it. I said, do you want to repeat the mistake of your parents? He said, no. I don't want to repeat the mistake of my parents anymore. Хотел сказать спасибо, что вы научили, как правильно обращаться с женщиной, как до родов, после родов, как правильно за ней ухаживать, что нужно говорить детям, в каком возрасте, как преподносить им эти все, Царство Божье, в каком возрасте закладывать. В общем, мудрость дали такую, что, я полночи не мог спать, но это слава Божья. Здесь приехал так благословлен. Спасибо вам большое. На позу. Да, на посту. Спасибо. Okay, he said that he got so much wisdom last night that he couldn't even sleep. So he was mentioning some of the points that I mentioned, that he could not sleep last night. He was just thinking about all of them. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, дорогая церковь. Для меня это не то, что открытие, я думаю, для вас всех многих. Мы все родом Советского Союза, да, и у нас такие стереотипы. Мы все росли с детства, да? Да, и у нас такие стереотипы, если ты не выйдешь замуж, в общем, ты много чего потеряла. Жизнь не удалась. Да, жизнь не удалась. То есть и каждая стремилась выйти замуж для того, чтобы поддержать свой статус, да, что я замужняя женщина. А потом бежишь быстрее, как можно быстрее разводишься. Да. Потому что ты, в общем, влез в эту кабалу, да, и понимаешь, что ты потом ее тянешь на себе. И вот у меня было, например, такое желание, что я хочу выйти замуж для того, чтобы у меня был законно рожденный ребенок. Okay. Вот так вот, да? Но я знаю, что не знаю, вернее, как у многих было. Но вот у меня так получилось. Но потом я сыну хотела отдать что-то лучшее, научить лучшего. Но я понимаю, что вот все основы, все, что было заложено с самого детства, все было неправильно. Во-первых, не было уважения к самой себе, как к женщине. То есть ты не понимал себя, кто ты, насколько ты ценен. И когда ты выходила замуж, то ты, вот как вы вчера говорили, да, мужик, брюки, штаны, да, и все. То есть, чтобы был мужчина. Но только для подтверждения своего статуса.
И вот когда мы еще в прошлом году, вернее, позапрошлом, да, был у нас тоже пост по поводу детей, и я понимала, что мы вкладывали в своих детей то, что мы имели, свое богатство, да, свой груз какой-то, свое какое-то неустройство, свое раздражение. Вот как вы вчера об этом говорили, что вот все то, что у нас не получилось, все это повлияло на наших детей. И потом эти дети несли все это на себе. И этот груз, этого неустройства, непонимания. И тоже самое главное, незнание, зачем ты родился на этот свет. Потому что, ну вот мы не умели это не только передать. Вот ты родился, ну и живи. So she's saying that, well, you know, what the message of yesterday was so interesting and so important because she said she herself, when she was younger, she decided to get married because she wanted a baby and she didn't want to give birth to the baby out of wedlock. She didn't just want to, you know, sleep with somebody and get pregnant. She needed a husband and marriage just to have a lawful father to the son. So, but I didn't know how to build a family. I didn't know how to build a marriage. And so when I went in there, then the next thing you discover is you got pregnant, you got a baby, and ran out to divorce. So she divorced, but she got a son. And she wanted to really give the best to her son and to give the best that she could. But what best can you give when you yourself didn't know what the best was? And what best can you give when you even didn't know how to do this? And how could you even make your son to have a purpose in life when you never had a purpose? And I didn't know why my parents gave birth to me, so I didn't know why I was living. And so I couldn't even tell my son why he's alive and what he's supposed to do on the earth. So I discovered that most of us are just like that. We come to the world, we just found out that we are living, and we just say, okay, I'm living, I just keep on living and do what everybody else around me does. And that's why we're married, that's why we have children. We don't even think why and for what. Just do what other people are doing. Please, can you share to the private page? Ну и, к сожалению, просто я вижу по жизни теперь моего сына. Я просто благодарю тому, что я узнала вас, узнала ваше учение. Спасибо вам, пастор. Просто начинаешь переоценивать очень много чего, и уже к своим детям тоже начинаешь относиться по-другому. Хотя сын взрослый, живет далеко, есть внук, он состоялся, он занимается любимым делом, все нормально, но все равно я понимаю, что... Это как я говорил 2 дня или 3 дня назад, что даже когда мы говорим, что они успешные, что такое успешные? Женился, работает, Да. тоже, рожает детей и все, вот жизнь удалось. Но разве это все? Разве это ради того, что ради чего мы рожаем детей на свет? Или ради чего люди, мы вообще живем, просто чтобы ходить на работу, заправлять заводы, как материалы или машины, которые, как мы, пробки, да, или как мы говорим, машины, да, винтики, которые заправляют систему этого мира. Но что-то должно быть выше этого. И поэтому нужно и сначала начинать с Бога. И именно волю и намерение Бога исполнить на земле. Ну, у нас было сначала думай о родине, потом о себе и так далее. Да? То есть были такие стандарты. She was just saying that, mostly we don't find out what we are here for, and we don't even consider God and God's interest in our life and our lifestyle. So my son is grown up now. Of course, he's successful. He's working. He's living in another country. He's married. I have grandchildren. But I know that is just the physical things that people call success. I know that's not the real purpose. There must be, coming to the world is supposed to be connected with God's purposes. And giving birth is supposed to be connected with fulfilling a certain mandate. Not just to get born into the earth and then go to school, get a degree, and then just go to work. And then you get married and have children, and then they go to work. And so how could you be sent to this world
just to get a good job and go to work. You know, there must be something more than that. There must be some eternal purposes that we're supposed to fulfill here, not just to be, you know, a spoke in the wheel of life, and not just to be born so that we will service the factories and the companies and just do some jobs for them, and then we get old, and then we die, and our children keep on working, and then we say, oh, okay, it's successful. That's the best one. I mean, things could be even worse than that. Everything is supposed to be around the kingdom of God and its purposes. Я хочу вам сказать огромное спасибо. Наверное, все скажут вам большое спасибо за это учение, за то, что вы говорите, ну, не всегда, может быть, очень приятные вещи, да, очень многие воспринимают. И больно, и неприятно, и касается там нашего самолюбия, себелюбия. Но все равно это очень здорово. Это как хирург делает такую операцию для того, чтобы убрать этот нарыв. А у нас в Украине это настолько... Просто видишь, когда малыша, маленького ребенка, родители могут оскорблять, унижать, проклинать и вообще просто отталкивать, то это жутко. Спасибо вам большое, пастор, за ваше учение. She just wants to use the opportunity to say thank you to Pastor Sandey. That, Pastor, maybe most of the things that you tell us, even though they are right, but we find them very painful, because change is always very painful. You are always challenging us to change. And those things are always very painful, and to hear and then to undertake. We could get angry or offended, but we just want to say thank you still, because nobody tells us these things. So she's grateful. Здравствуйте, пастор, здравствуйте, дорогая церковь. Хочу поблагодарить за здравость и за трезвость, которую вы принесли в этом учении. Потому что я взял, пересчитал специально, там приблизительно, у меня получилось больше 30 пунктов, которых я вчера записал, так я ни одного не делал. Ни до замужества, там, ни во время беременности. Не знал, да? Может быть, что-то знал, но в основном даже не знал, даже не подозревал, что в эту сторону думать надо. Не соблюдал ни одного. He is saying that yesterday I wrote more than 30 points from the message that Pastor preached, so over 30 points. And then I went back home and I was looking through all those points, and I discovered that, I am married, I have kids, growing up and grown-up kids, and I discovered that I didn't even fulfill one of all the over 30 points. I didn't do anything right. I didn't even fulfill one. There was not one single point that I did right. But for most of the other points, I just didn't even know you are supposed to think like that. I was not even aware things could be done that way. So he did everything wrong. Также читал много университета жизни, там личностный рост, служение и так далее, но за воспитание детей ни одной книги не прочитал. Все как-то думал, что оно должно как-то было само собой получиться. He said, I've read a lot of Pastor Sunday's books, but can you believe it? I never saw the need to read a book about family or raising up kids, because I thought that's just natural. I'm a father anyway. I said, well, things don't work out automatically that way. И я думаю, что меня сейчас смотрят, потому что смотрели, например, какие-то свидетельства, какие-то выступления там в Днепропетровске. Я созваниваюсь сегодня, буквально вот перед вашим выходом созвонился, и мне говорят, например, это ненормально, что там вышли сестры, свидетельствуют, что они там детей не хотят иметь, там, а я понимаю... Это эгоизм, да, такой? Что это, ненормально, мягко говоря. Мягко говоря. И я понимаю, что я благодарен Богу, что я нахожусь здесь, потому что я наоборот считаю, что это мы ненормальные. Вот там, когда даже сидим и смотрим, и даже понять не можем, что это мой подход ненормальный был к семье, к своей жене, к ее беременности, к моим детям. Все как на самотеке было, что я как-то жил в иллюзии, надеясь, что как-то оно вот само собой получится. Я же, в принципе, неплохой человек стал, слава Богу. Срастется, да?
Да. И дети тоже станут хорошими автоматически. Да, думал, что автоматически. Ну, как не то, что автоматически прям, ну, какое-то там участие я принимаю, но я никогда не думал настолько детально и насколько... Но видите, тема же называется так. Как взращивать предсказуемых. Это кто что хочет. Если вы хотите просто лишь билдить, которые будут просто ходить, ну, статистика, народ, ну, люди. Ну, так, конечно, давай, как хочешь, как попало. Если ты хочешь просто успешный, ну, хорошо, выучился, женился, ходит на работу, тоже хорошо. Но если ты хочешь лучше детей, предсказуемых детей, только для тех я и говорю. А я не говорю для тех, которые просто им устраивают, как есть. Окей. Но я говорю для тех людей, которые хотят такие результаты, примерно как у нас, с пастором Боссе, с нашими детьми. Вот это уже другое дело. So what he's saying is that he was talking to, he came from another city, one of our churches there, and he was talking to a lot of his friends that were watching this program on Facebook and live. And he discovered that many people would not agree with Pastor Sandey's teaching because they say, why should you make things so tough for people? I mean, everybody have children. Why should you have to pray? Why should you have to? And then they are mostly discouraged by the fact that some ladies were actually coming forward saying they don't have any plan to have children, that is not normal. That is like, you people have lost your mind. It's making you people to lose your mind. That it's not normal for a lady not to want to have children. But he is saying, you know, I have gone through it, and I'm thinking right now, comparing the way I lived to the way things are supposed to be done according to these teachings, and I must say that no, just living the way I used to live and the way everybody else is living, just follow your emotions, your instincts, get involved with a girl, get her pregnant, and thinking that things will work out well. That's actually not the way to make things happen. That's not the way to live. I have understood that, but unfortunately in our culture, a lot of people still don't understand that. They are still hoping, they are just hope for the best. Well, and that's why I'm saying, instead of hoping for the best, you could actually make your life predictable. And the life of your children predictable. And actually predict the kind of results that your kids will have at the end of the day. And the kind of kids that you are going to have at the end of the day. Я воспитывался вроде как в социально нормальной семье, довольно с хорошим достатком, еще в Советском Союзе. И с 13 лет я начал уходить из дома, и там в 16 попробовал наркотики уже тяжелые. И только сейчас я начинаю понимать, например, как вы говорили, что, например, мы радуемся детям, ну, до какого-то определенного возраста. Только сейчас я начинаю понимать, сколько слез, сколько переживаний, сколько как жизни я забрал у своей мамы, которая, когда я уходил и не предупреждал даже ее о том, что я... А мама, а вы думали, что, ты думал, что, или вы думаете, что мама, когда он был, допустим, примерно в таком же возрасте, да, как той девушкой, или когда он только родился, или когда мама была беременна, вы думали, что об этом мама мечтала, то, что он рассказывает сейчас в 16 лет? Не мечтала. Об этом мама мечтала? Ни одна мама так не мечтает, что мой ребенок станет для меня источником моих седых волос. Ни одна мама так не думает, что так будет. Потому что нету системы. Потому что они думают, что Бог дал, Бог позаботится. Это откуда такие мысли? Ну, это животное какое-то мышление, абсолютное, извините за грубое слово, но свинское мышление, свинское. Это у свиней так бывает. Вот, породил, а потом мы что-то дойдем где-то, что-то где-то подхватим. Вот так мыслят животные. Ну, погуляем, что-то подхватим по жизни. Ну так, мы же люди, в конце концов. Поэтому должна быть и система, и структура, и планы, и знания,
mudras, So he's saying that I grew up in a very successful family during the former Soviet Union. My parents were well-to-do. They were making a good amount of money. They were having a good status in the family, in the society. But when I was 15, everything started going off because I started smoking. I started going out with friends. I almost killed my mom because my mother was always troubled and always, it's just now that you started teaching these things that I discovered that it's true. My mom's joy stopped from when I was maybe 5 years old or something. Because from there, I only brought sorrow, pain, tragedies, and distraught to my mom. And I said, you see, and every mother in the world is thinking, I'm pregnant, my son is going to be the best. Or when the child is small, I say, oh, look at him. Ooh, what a joy. Ooh, hey, ooh, ooh, ooh. That when you are looking, it's like a fantasy. Things don't become good automatically. Because they are your kids, they will not become good automatically. That's why you need plans. You need systems. You need structure. You need program. You need wisdom. That's why you need to get all this knowledge so that you make their life predictable, so that they will become exactly the kind of kids that you had dreamt for them to become. But if you are just thinking, well, because God gave and, God is going to make them good, well, you have a lot of people in prison. You have a lot of killers and murderers and assassins that God didn't help. No guarantee that God is going to help your case. It's not God's part. It's not God's responsibility. It's now your responsibility to come up with a system to take care of your kids for their lives to be predictable. И когда моему старшему сыну 16 лет, и когда там из-за каких-то разногласий, мы там не сошлись в мнениях, и он не пришел домой ночевать, и жена там всю ночь... Хотя ты пастор. Да. То это не просто какой-то папа, да? А это пастор. Ну да, это как неожиданно вообще было для меня. Видите, не ожидал, он другой ожидал, что как это все должно быть хорошо. Просто на ровном месте, я же хороший, я же неплохой, значит ребенок должен быть хорошим. Ну, красавчик, ну рассказывай давай. И получается, там жена проплакала всю ночь, а я как бы только вида как не подавал, что типа я не волнуюсь. Но на самом деле ужасно волновался за него. Началось. И вот о том, что пастор говорит, что в принципе, если вас все устраивает, то можете жить как попало. Я думаю, что навряд ли, может, мы опять как пытаемся остаться в той же иллюзии, в которой мы живем. Но я понимаю для себя, что на самом деле мое безответственное такое отношение, оно причинит не только боль мне, а причинит боль моему ребенку или моим детям, которые вырастут и будут, как просто статистикой какой-то, и тоже будут проживать жизнь, вот так вот, как овощи, просто как, ходя на работу, не зная своего призвания, не зная ничего. Поэтому я благодарен тому, что я слышу это. Я знаю, что не все потеряно. Я все могу, с Богом я могу все изменить. Мне всего лишь 43. Я знаю, что все будет хорошо. Просто надо сейчас засочить рукава и, может быть, наверстать то упущенное, которое я надеялся, что оно как-то само собой разумеющееся произойдет. Поэтому очень благодарен Богу, что нахожусь здесь, на этом посту. Люблю вас, пастор. Спасибо вам большое. Потому что оно же, это же как эпидемия, она как передавалась из поколения в поколение, в поколение. И не говоря, например, уже о моих родителях, даже я, будучи уже верующим человеком, я все равно не задумывался о том, что как результат или жизнь, она как все равно предсказуемая, как чуда не будет. И все равно я верил, мы знаем, что чуда не будет, но ждем его. А оно не приходит. Okay, what he's saying is that now, I told you my story. When I was 15, I became a catastrophe. The joy of my parents stopped. No more joy.
from the time I was 15, it was catastrophe for them. I mean, they became gray, they got gray hair very fast in 1 year. You know, they began to cry, you know, get depressed. Every destruction began to come. I became a source of destruction to them instead of a source of joy. Now, I'm a pastor. God has done a good job in my life. He saved me from drugs, from prison, from addiction. I'm okay. And I'm a pastor. But I kept on hoping that since I'm a good person, a pastor, my children have to be good. But now, to prove and to certify or to testify to Pastor Sunday's message that these things don't happen automatically, my son now is 16, and he started doing exactly what I did when I was 15. The other day, we had a disagreement with him. We were arguing with him, and he just went out of the house in anger and never came back. He didn't come back to sleep, and my wife was so depressed, she was crying all night. And since I'm a man and a pastor, I try to be strong, but the same tragedy cycle has started in my own family. And that could go to his family. It's just like all of us are just giving birth to tragedy upon tragedy without knowing these things and these principles of raising up godly children. Now, I've been in the church, I've heard a lot of teachings on family, and I always knew, but I'm in the church, my kids are in the church, they grew up in church, everything has to be okay. But I'm finding out that it's not okay. So, something has to be done. Instead of just expecting miracle out of nothing, from nowhere, I knew that I know that teaching that you don't just expect miracles, you have to do something for it. But still, I live like that, expecting for miracles to happen. So instead of us living to expect miracles to happen, maybe it's time for us to get knowledge and begin to put things in order. And I thank you, Pastor, because I'm just 43, and I hope I will still be able to correct some things in regards to my kids. Thank you. Oh, вот еще одна участница нашей, утренней, пробежки, фитнес. Вот она, что-то, пока мы бежим, мы же что-то говорим, поэтому я задал ей вопрос, что там тебя зацепило на вчерашнее служение? Она не замужем, правда? Не замужем. Не замужем, нету детей? Нету. Нету детей, вот. И я говорю, что тебя зацепило? И она, по-моему, начала говорить по поводу один из пунктов, что система, да, работает с детьми. Что кто-то сидит здесь, кто-то здесь сидит, кто-то... И что мы каждый, полчаса сначала, потом час, а потом 1,5 часа. И каждый день старались, по книге, какой теме разбирать. Да? Я не знаю, что она расскажет, но я помню, что ты что-то подобное говорила. Да. Для меня стало большим благословением быть в вашем доме и видеть ваш жизненный пример. Потому что, общаясь с детьми и с вами, это видя вас в повседневной жизни, что истина не расходится она у вас. То, что вы живете ею, это круглые сутки вы ей живете. И дети, вырастая в этой истине, они... И ты тоже у нас живешь, да. Круглые сутки. Пастырь. Да, спасибо вам огромное, потому что это для меня очень огромное благословение, видя ваш пример, самой меняться. И вот то, что вы сказали, как видя уже результат ваших детей, то есть как они мыслят, как они строят свою жизнь, как они... То есть это уже плод вашей жизни, вашего учения, и то, что вы с пастырем Босей вложили в себя эти ценности с Богом, Бог помог вам вложить, и ваш труд души сейчас вот виден в ваших детях. Это самая большая реклама, самая большая вообще, то есть плод. Ты его видишь. Это не отнять. Как выражаются они, как думают, как Перлина, Зоенька, Форес, они все настолько знают свою цену,
знаю свою веру в себя, потому что многие родители, они знают, но они учат, но не соответствуют этому просто. И я очень благодарю вас, что вы, когда рассказывали, что вы учили, и не просто учили, а давали детям высказываться и поправляли их мудро. Это самое большое, потому что когда дети не высказываются, они найдут источник высказывания на улицах, у друзей. А это важно, чтобы вы отметили это. Когда я работал с детьми, можно сказать, 75% времени говорят дети. Это очень может быть, даже важно. меньше, больше. Я говорю где-то 20%, а 80% говорят дети. Поэтому это важно, чтобы вы создали атмосферу такую, чтобы то, что внутри детей, все то, что у них внутри, чтобы они с вами говорили, чтобы это выходило вам. Если они не будут иметь эту возможность дома, это делиться с вами, значит, где-то будут с этим делиться. Ну да. И что я еще отметила вчера, это для меня благословение, и что вы формируете веру в детях. Что мы относимся к детям как к личности. Это самое То важное. есть это нужно тоже нам это понять. Потому что ты рассказывала сегодня, что наши советские семьи в основном, что люди говорят, ты еще маленький, ты ребенок. Да, не имеешь голоса, не имеешь там... Мужчина, я сказал, то есть получается правота родителей. А так нельзя. Вы же не хотите, чтобы к вам так относились. Так, даже если это ребенок, не надо тоже так относиться к нему. Надо донести до него. Твои аргументы должны его убедить, не твой авторитет. То есть истина должна быть выше, чем авторитета. То есть надо воспитывать их на основании истины, а не авторитет. То есть если это истина, тогда вы фактами доносите до них истины. Но если это авторитет, это значит «я сказал». Или «я сказал», или «ты не...» А если это только базировано на авторитет, «я сказал», значит вы этим самым говорите ему «ты никто в этом доме». А он будет искать место, где он будет кто-то. Поэтому не надо этим способом использовать, что, я сказал. Кому я сказал? Нет, это значит, вы убиваете личность ребенка. А лучше истинами. То есть истины должны быть тот принцип, то, что они уважают, тот авторитет, за чем они идут. Да, пастор, и я еще отметила для себя, что если женщина не знает своего, вы больше говорили о мужчинах, но если женщина не знает, что она личность, и не знает своего призвания, то ей категорически нельзя входить в брак, потому что это будет загубленная жизнь и супруга, и детей. Она не сможет... Ой, это же на английский надо было говорить. Да, пастор. Забил. Надо мне напоминать же. А то я забыл, что английский там еще ждут меня. I forgot that I had to speak English. I forgot, Okay. What she was saying is that she is one of the ladies that we were running together in the morning. And so we were talking, and she, shared her experience. So I invited her to talk here today. And what she is saying is that what she discovered is that she was impressed by the fact that the kids were being given such a liberty to, sit down with the parents and to speak. Because she said in most families, kids are not given the permission to speak and express their own opinion. So I said, when I am working with my kids like that, I let them speak 80% of the time. And I only speak like 20% of the time. So, give them, because if they cannot express themselves with you while they are in the family, then they are going to find a place where they will express themselves. So the second point that she's making is that, she's been living in our house. She's one of the staff in the house. And she is seeing the way we are living, our lifestyle. And she said that everything she's seeing every day, that our life is the same as we teach. And that it's not only good for you to teach, that you must live that same lifestyle.
When you live that same lifestyle, then it's easier for your children to be able to copy you. And we see the way your children are copying you, and you are just reproducing yourselves in them. You and Pastor Bosse, you are actually duplicating yourself in the kids, because I see your lifestyle, I see the lifestyle of the kids, and I know that it's just the same thing. And that's why your kids are able to follow your teachings. And then another point she made is that you treat your children, even though they are kids, but you teach them as if they are personalities already, as if they are grown-up people. So I said, yes, that's important, because you must make sure that you are not using authoritative method to raise up your children. Don't just tell them, because I said it, so it has to be like that. Or because I'm your parents, you have to just believe me. No, that's not enough. If you do that, you are trying to tell the child indirectly that you are nobody, I am the parent, I am everything, you are no one. Then the kid will have to be looking for a place where he could be somebody as well. So he will go to the street, he will go to his friends, where they will recognize him, because they did not recognize him at home. And then I was saying, it's better to always use facts and arguments to convince your children to do whatever you want them to do. Because truth must always be above authority. Don't use authoritative position that you have. Use your truth, argument. Make sure you convince them through truth than convincing them through tyranny. Truth is superior to tyrannism and tyranny. Ну, я еще за то, что начала говорить, за женщин, которые, чтобы они знали свое призвание и начали уже в нем развиваться и служить, потом только заводить семью. Потому что, как вот Алексея жена, я не знаю, как зовут вас, простите, как вы сказали, что когда женщина не знает и появляется ребенок, то она сама не знает своего призвания, и она не может объяснить ребенку, она и свое призвание не идет, а тут ребенка нужно поднимать. Это очень сложно будет в семье, очень сложно. Лучше, конечно, чтобы было заранее это все, как вот пастыря вот учат, чтобы были подготовлены, и как пастырь Бося сказала на общении, когда было, что была на тренинге, вы были, и вы услышали информацию, и потом, когда детки появились, эта информация, уже знания, которые были, накладывались на детей индивидуально. И как мне очень понравилось, как вы сказали, я формировалась, вместе с ними вырастала. Это, для меня это очень, вот я услышала эту информацию, для меня это очень ценно стало, что вы настолько для меня это вообще, спасибо вам огромное, что вы есть. The next point she's making is that I think that, one of the main lessons of this class to me is that you don't try to go marry, especially as a lady, and especially also the man, if you have not yet been formed as a personality yet. You must already become successful on your own. You must already become somebody that is fulfilled in life. So once you are fulfilled in life, then it's much more easier for you to be able to bring that same fulfillment to your child. It's easier for you to be able to bring that purposefulness to the life of your baby. But if you are not fulfilled, you don't know who you are, you don't know why you are here, the same confusion will be transferred to your child. You will not know why he's here, or he was doing what he's doing. You just be going through the motions. And she was giving the example of the teaching that Pastor Bosse gave, that she was also changing together with the child, that we all need to be working on ourselves, especially as mothers, and then with the progress that we have, then our children also could be experiencing the same progress. Вот, и, может, это не сегодняшняя тема, но, пастор, когда вы говорили о том, что когда бить детей, когда что, как бы наказание, это было какое-то учение, и что ремень там, или вот какое-то физическое прикосновение к ребенку, оно просто продолжение, как бы напоминание о системе, которая нарушение системы, а не так, чтобы забить ребенка, приложить свою силу к этому, тоже меня очень наставляет в этом. Okay, last month, Pastor Sandey spoke about the fact that punishment for kids is not to hurt them, and it's not to make them just
feel terrible pain. The more terrible, the better. No, that is not. You are not punishing kids to humiliate them. You don't want to humiliate them. You don't want to harm them. You don't want to hurt them. You just want to, beat them or punish them to have enough pain to remember the principles that have been taught to them. So it is a system of remembrance to connect them with the principle that they have violated and that pain so that they could relate it. It's just, punishment is to help the process of parenting. It's to help the child to connect the lessons with whatever he has done. So the purpose is not to, to make him feel bad, painful, and to just hurt the child. No, it's to help the process of training that you have already laid out for that child. Ну, в принципе, до меня сказал брат и сестра, говорили о том, чтобы, что родитель только может дать только то, из чего он состоит. Больше он дать не сможет. Parents cannot give what they don't have. You can only give what you've got to your kids. So if you don't develop yourself, there is nothing to give to the baby. И очень призываю всех, кто решился создавать семьи, вот как пастырь, быть благословением для своих детей, с полной подготовкой информационной, а вся информация будет накладываться уже индивидуально для каждого ребенка. Потому что если эта информация не будет, это будет загубленная жизнь, души, которые будут, это страшно вообще-то. Что-то ты говорила тут за 7 лет, или сколько я сказал, после родов? Да, пастырь. То, что вообще, информация это вне, что 7 лет после рождения ребенка, минимум, жена не должна работать. Это вообще я такого никогда не слышала. И, наверное, для мужчины это очень сложно, потому что 3 года может быть или как-то максимум, но 7 лет обеспечивать и ребенка, и жену, это очень должно быть для мужчины большой вызов. А 7 лет это просто как минимум. Вообще не должна работать, вообще навсегда, если так лучше взять. Идеально, чтобы мама должна только больше свое внимание, любовь и воспитание детям уделить. Не только на 7 лет, а вообще должно всегда так быть. В принципе, в идеале. Okay, she is just saying that yesterday Pastor also said, if you really want to get the best for your kids, the wives shouldn't work. And that many men want their wives to work so that they will bring some money and they will all gather the money together and, have enough money in the family. But I said, but if you really want to make your children successful and your priority, then it's better to get the attention of the lady, of the wife, for the children. Not just to throw them out to some schools or nursery or kindergarten and go and be making money. That's why you must think before you marry. As a man, make sure you have the possibility to be able to take care of your wife and your children, even if you are the only one working. В принципе, все, пастор. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо, пастор. Слава Богу. Жив Господь. Вы знаете, я когда-то увидел Сандея Аделаджа на обложке книги. В Киеве здесь, да? Нет, не в Киеве. Далеко. Я понял. Да, я говорю, вот это, да. То есть читаю, то есть слово сильное. Мясо. Я говорю, вообще, вы знаете, я представил сцену, и думаю, и сейчас я стою рядом с Сандеем, вы представляете, это вообще. Слава Богу. Да, это очень сильно. Все возможно. Да, Богу все возможно, слава Господу. Поделиться я сейчас хочу тем, что вчера я, слушая пастора, услышал такие слова. Биомасса. Знаете, я приведу свой жизненный пример. У меня есть дочь, она со мной не живет, она живет со своей мамой. Мы расстались, это было давно. Я имею другую женщину, это моя жена, у нее тоже дочь. Я забираю свою дочь от той мамы. Привожу сюда, значит, они живут уже с этой дочерью вместе. И я смотрю, значит, вы понимаете, то есть менталитет. Одна и другая, они разные, они совершенно разные. Я забрал свою дочь в целях спасения, потому что я понимаю, она подросток, вот этот мир, слова, информация, что, пока я могу что-то сделать.
Думаю, надо сеять, надо молиться за нее. Все, забрал ее сюда. Беседы каждый день, каждый день. И вы сказали, вот биомасса. И вот я вот все это так вот увидел, вот еще Адам и Ева, вот еще от того времени, вот эта биомасса, она пошла. Она пошла, эта биомасса, и только благодаря Слову Божьему, той информации, которая приходит, она спасает, она берет, она дает форму, то есть дает форму, дает образ, дает сознание, смысл, то есть все это формирует и образует личность. И мы в силах, по силе, данной от Бога, от Христа, в силах указывать на массу: возьми, Отец, дай. То есть мы имеем это право, то есть, а мы вообще послы, то есть это вообще великое дело. То есть мы можем смотреть на людей, на вот эти массы, и мы можем видеть вот тот сгусток, ту землю, которую вот Господь благослови, Господь дай. И там появится, знаете, Иисус говорит, я лоза, да, из земли, из этой массы, да, появилась лоза, которая дает плод. Слава Богу за вас, пастор, спасибо. Сильное слово. Я очень, так задавал, почему все такое разное? Почему? Почему люди такие разные? Потому что информация, потому что Слово. И только Слово Божье, оно действительно формирует, образует, творит настоящее, совершенное, прекрасное. Если мы с Богом, то все получится. Слава Богу. Class. So this young man is saying that he remembers, for him it's a big event today because he used to be somewhere in another place when he saw Pastor Sandey for the first time through his book. And he said, who is this black guy trying to teach our country here? And looked at the photograph, but said, okay, let me try to see what he's teaching people. What is he telling people? So he read the book and said, ooh, wow, so much wisdom here. Heavy words, tough word, great word, so much respect. Then many years have passed over there, but now I'm here standing with Pastor Sandey right on this stage. I never knew that would ever be possible. So that was his first testimony. Then he said, just like biomasses. I heard the word biomass yesterday. I was living like that too. I got one woman pregnant. I have a daughter growing up. Divorced her. Got another woman pregnant. Have another daughter with her. Living with this one. But my other daughter is with my previous wife. So I saw that she was growing up without my supervision. So I decided to take that child to this other house so that they live together with me. But I'm having so much challenges with those kids because all of them are so different. But what I got yesterday is that you form into them, put into them the value system that you want them to have. So you have to create in those kids the values. Create in them the values that you want, the correct values. But I just let them, for everybody to just feed on different sources of information. That's why they're just like anyhow. But if I want them to become predictable, their life to be predictable, I must sow into them the words of God, the directions of God. Then they will become the kind of children that I want them to be. Wonderful. Say thank you. Спасибо. Здравствуйте, Церковь. Елена, Церковь, Посольство Божье, город Хмельницкий. У меня 3 вопроса по вчерашней теме. Вопрос первый был по ДНК. Ближе? Ближе. Вопрос первый был по ДНК. Вы когда рассказывали, что мы хотим продолжать свой род, вы говорили о продолжении фамилии. И у нас там в задних рядах возникло такое некоторое возмущение. А вдруг я не хочу только фамилию продолжать, вдруг я настолько уникальна, мое ДНК, что я хочу продолжить именно вот себя, как набор вот этих уникальных качеств. Что на это? На это вспомните фотографию вчерашнюю. Ага. В смысле, мы не настолько уникальны? Там тоже был самый богатый человек. Это как Билл Гейтс. Да? Он тоже уникальный ДНК. Пока потомки не появились на сцене. Потом и дошло, что из 9 детей, или сколько у него, ни одного нету повторения его ДНК.
Потому что это ерунда все. Поэтому ДНК раба. Раб, ребенок. Вчерашняя фотография есть? Вот раб, который ДНК ужасная, больше некуда. Ну, раб. Это ДНК вот этого мальчика, раба. Ну, это проклятие. Люди перекрестились в Африке. Перекрестились, чтобы они не были как тот раб. Чтобы их ДНК, не дай Бог, раба ДНК, не дай Бог. Все. Ни женись, ни его, никто, ну. Даже не пересекай, не переходи дорогу, даже, чтобы его судьба не оказалась на тебе. Ага. И когда его дети выросли, поменяли местами. Теперь дети раба кормят дети багаша. У всех нас ДНК Божьей. Мы все созданы по образу и подобию Бога. Все, ясно? Ясно. Какая кровь внутри, не имеет значения. Имеет значение, что ты туда вложишь потом. Ой, это же я по-русски только. Надо сейчас это переводить. So she had a question. And she said the question she asked is that, okay, we got it. Yesterday you said we should be willing, we should not insist on having just our own kids. That we should, with the same freedom, be willing to adopt kids. And she's saying, okay, no problem, we're ready to adopt kids, not just our own kids, but what about if I want to keep not just my family name, because most of the time we want to have our own kids because we want them to keep our family name. So you have destroyed that argument yesterday. But what about if I'm not just interested in the family name, but I'm more interested in the DNA? I want my kids to continue my DNA. So I said, look at that photograph. Where is the photograph? Photograph here. I said, look at the photograph. This husband and wife here, they used to be the richest people in my country. Their DNA was regarded as the best DNA that time. Everybody wanted to have their kind of DNA. Because if DNA had been what plays the role, what determines success, then their children, the children of these rich people, would have carried on with the DNA to become just like their father. But less than 40 years later, the children of the slave that everybody despised and said they would never be like him, they would never marry him, they would never, his own children are the ones who are now feeding the children of the rich guy. Or maybe not feeding, but they are supporting the children of the rich guy. Why? It's not DNA that determines who you become in life. It is the knowledge, the principles, the wisdom that you gain or you put in your children that determines who they become, not DNA. We all have the same DNA. DNA of Jesus, DNA of Christ, DNA of God. How do we get that? We got it because we were all created in the image and likeness of God. That is everybody's DNA. Следующий вопрос. Следующий вопрос по поводу, если ни я, ни муж до рождения всех, если ни я, ни муж до рождения всех детей не были готовы, вот в принципе, и на данный момент у него нет откровения по поводу семьи, по поводу того, что нужно вот настолько брать ответственность, да? Правильно ли я понимаю, что мне, как маме, тоже стоит пойти в уединение и промолиться за каждого ребенка, за будущее, за призвание? Мне эта мысль кажется страшной. Мне хочется спихнуть ее на мужа и сказать, ну, ты муж, ты иди. А я считаю, что вообще-то легче должна была бы это делать вообще матери. Потому что я, сколько живу на белом свете, вижу, что больше матери переживают за детей, чем даже мужики переживают. То есть отцы, так себе. Вплоть до того, что даже когда развод происходит, это матери не хотят покидать детей, это матери как бы переживают за детей. А мужья, он пошел к другой, и все. Забил даже, что, сколько мужья по городам, дети, там, они даже не помнят, в каком городе что. То есть, им все равно. Поэтому, если ваш муж такой, что он пока не задумался об этом, он просто нормальный мужчина и все.
Он задумывается, но... Ну, думает, да. То есть он просто нормальный, как вы сказали, он еще откровения не имеет, да? Да. Ага. Он просто нормальный мужик и все. Поэтому мужчины в основном в этом плане, ну, не то, ну, как вам сказать, ну, не хочу обижать мужчин, но, как вам сказать, мужчины, короче. Чтобы мужчины стали таким, как я говорил о себе, что еще я делал, это мужчина должен быть очень осознанный мужчина. Это во-первых. Во-вторых, он должен быть очень трезвый мужчина. Очень супер ответственный мужчина. И он должен быть богобоязненный мужчина. И он должен быть мужчиной, который, ну, Бога, мужчина, золотой мужчина. Поэтому это случайно не бывает. И каждый мужчина это не сделает. Поэтому я лично считаю, что легче матерям это делать. Потому что матери больше всего переживают за детей. Я бы сказал, что даже легче. Эта информация больше для матерей даже, чем для отцов. So what she's saying, the second question she had is that I said yesterday that I was actually going, before my children were born, that I would go to solitude and pray their destiny through and, you know, for a week or for 2 weeks. But she said, what about if my husband is not ready to do that? To go and pray for the destiny of each child. And he doesn't believe in that, or he doesn't have the revelation. He didn't have the revelation. So should I go and do that myself as a woman? Can I go and pray through the destiny of my children? I said, yeah, it's actually easier for the woman to do that because women love their children more than fathers love their children. And women are more responsible in relation to children more than fathers do. So men are just men. Men, they divorce, they give birth there, and they forget even that they have children there, and there. They are not responsible most of the time. If you find a man that will do that, he has to be a very responsible man. He has to be a very wise man. He has to be a godly man. He has to be a highly conscious and focused man. So, yeah, it's easier for you as a mother to take responsibility for the destiny of your children than to wait for your husband to do it. Еще одно. Я лично думаю, что женщина имеет ответственность больше всего прежде родить ребенка в духе, прежде чем рожать физически. Поэтому если ты не вынесла этого дитя в духе и с Богом, стоит ли выносить физически? Физически, извините, я сейчас опять грубое слово скажу, всякая собака может это делать, хорошо? Физически. Ну, любая, ну, животные физически могут это делать. Но главное, самая главная ответственность перед в духе, перед Богом сначала вынести. Если вам это удастся сделать в духе сначала, сформировать, сплетить, да? Сотворить, сплести судьбу этого ребенка в духе с Богом, перед Богом, один на один, тогда вы родили реально, по-настоящему. А это физически, у вас что, кошки нету дома? Может, собака есть? Ну, у соседей есть. Ага. Вот это не героизм, это, ну, это рожать и там. Зачем это считать героизмом? Героизм тем, кем станут. Вот там героизм. А рожать. So what I'm saying is that, in actual sense, I don't think there is a big, huge, big deal with women giving birth physically. Just to go and get pregnant, I said I'm going to use a rough word here, but every dog gets pregnant. Every dog, even dog can get pregnant and have children. Pig gets pregnant. Cat, cow
horses, anything can get pregnant physically. But so giving birth is not a big deal. Everything can give birth. But what is even more important is for you to learn to give birth to that child in the spirit first before you become pregnant physically. Why don't you go before God in solitude and pray through? If your husband can do it, good. But if your husband will not do it first. Carry that baby through in the spirit. Carry the future through. Establish, give birth to the destiny of that child in the spirit first before giving birth or conceiving him and giving birth to him physically. The physical thing is cheap, but the real credit you will get for who that child becomes, and that is the hard part of it. Это может быть папа будет делать. Лучше, конечно, потому что отец глава семьи. Я так считаю. Но если отец безобразный и не хочет этого делать, пускай девушка сама возьмет ответственность за сначала сформирование и рождение судьбы этого ребенка в духе, и потом только забеременеть физически. Следующее. Да. Последний вопрос, на который вы частично ответили только что. Вчера нарисовали идеальную картину, как должен вести себя мужчина до родов, во время и после родов. Красиво, до слез тронула. Вот. Потом я подумала, наверное, в этой картине есть еще роль женщины. Да. Какая? Роль женщины самая серьезная. То, что я рассказал вчера, это только моей стороны медали. Как мужчина, а я это преподнес так, потому что я всегда считал, что мужчина глава семьи, он за все в ответе. И как он поведет и порулит, так и семья и пойдет. Но что мужчина делает? Мужчина разрабатывает политику, формирует идеологию, формирует как бы направление развития. Вы понимаете, да? Это как бюджет. Или это как конституция. Вот то, что я дал вам вчера, это конституция. Но конституция лежит в парламенте, а вот жизнь каждый день милиция, милиционеры, президенты, вот, то есть самые ответственные работы, это делает женщины. То есть мужчина дает просто направление, ценности, и, защиту, покров, обеспечивает условия. Да? А это все должна донести до ребенка, и каждый день возить с этим ребенком именно мама. И это самая главная роль. Мама непосредственно утверждает это. Это как, парламент принимает закон, но утверждает этот закон каждый день милиция, суд и так далее. Вот это то, что мама делает. И это, самая главная роль. А до родов и во время? До родов, я поняла, выносить ребенка. Я имею в виду момента беременности, особенно после, особенно в ежедневное воспитание. Поэтому я считаю, что кто планирует стать матерью, не должен, не должна работать. Может быть, это вопросы, может быть, это не молитвы. Если у вас были вопросы, лучше сюда передавать вопросы пастору Олегу, чтобы он мог прочитать эти вопросы. А если это нужно, тогда туда. Спасибо, пастор. Это все? Да, 3 вопроса. Спасибо. Пожалуйста. Да. Так. She said, yesterday you gave a whole list of things that men are supposed to do. So what are the roles of the woman, of the mother? So I said the mother has the most important role. What I gave yesterday is just what I see, because the man is the head of the family. So the man is responsible for coming up with the policies for the family. So the man only provides the environment. You have to provide a conducive environment, secure environment, provision, and make sure that you have a vision. So you create an environment where the vision could thrive.
and we give a direction of, peace, a direction or an atmosphere of peace, protection, and for your wife to be able to, when you come up with the policies, you come up with the principles, you come up with the direction, you come up with the husband does that, but the woman is the one that every day is working with the kids to be able to make sure that those things come to pass. I said the husband is like the parliament. You just bring the principles out, the laws out. You bring out the order. You provide the order. But the police and the judges and the court system, they are the ones who meet with citizens on daily basis to enforce the law. That's what mommy does. A mother is the one that is there to enforce the policy of the family, to enforce the principles, the truth. Who is, the man just give the direction, but the mother is the one that is there every day to establish them in the life of the kids. So if the kids do something wrong or don't obey the mother, then the mother refers back to the father, and the father comes with authority to let the kids know they must obey the mother, and or they will be punished for it. И то, что я не сказал, что если мама работает вот так с детьми каждый день, и если дети непослушны маме, или мама сталкивается с вызовами и проблемами с детьми, в плане послушания тех указки или принципы и направления, которые отец дал, тогда мама уже имеет право возвращаться к отцу и говорить: твой ребенок не слушается. Тогда отец уже говорит, потому что это его ответственность, утвердить то направление, которое он уже дал, те политики, тогда он уже требует у ребенка, что вы должны слушаться матери, а то понесете наказание. Если у кого-то какие-то вопросы, мы сегодня, я не буду проповедь читать, потому что не важно было понять, что то, что я вчера давал, что что нет вопросов, или что все дошло. Вопрос. Пастор, несколько лет назад вы говорили, что хотите усыновить еще детей помимо своих. Семеро хочу усыновить. Что помешало вам это осуществить или мешает осуществить это сейчас? Я все еще об этом мечтаю, но время идет, как это ни странно, мне уже 50 лет, не верится. Но просто я уверен, что почему я хочу усыновить 7 детей, помимо 3 своих. Потому что я уверен, что мне удастся с женой, или нам удастся поставить политику такую же, систему такую же, которая воспроизведет таких же предсказуемых детей, как наши. Мне хочется побольше умножить таких результатов, как мы имеем с нашими детьми. И я хочу доказать, что не генетика сделала наших детей детьми, как они есть. А я хочу брать метисов, я хочу брать мулатов, я хочу брать африканца, я хочу брать украинца, русского, цыгана, разные вот такой национальности, да. И я хочу все, чтобы они жили у меня дома. И мы будем такими же принципами воспитывать их, как дети наши, и мои фамилии тоже, но не моя кровь, и не моя ДНК, но не мои ДНК, чтобы когда они станут, и они станут, потому что жизнь предсказуема, истина производит тот же самый результат. И когда они станут такими же, чтобы, я хочу вообще, чтобы не только такие тройки были детей нас, или людей, а чтобы было как можно больше таких. Теперь это мое желание было и есть, что мешает. Дело в том, что когда я начал об этом говорить, у моей жены уже был кризис. Это до того, как мой кризис пришел. А у нее кризис какой? Я с одной стороны говорю, что я хочу иметь 7 детей, усыновлять, а в это время я гастролирую по миру. Это ее кризис был. То я езжу по миру, и меня нету дома. И она говорит:
Ага, мечтатель. Семеро хочешь, да? Сам будешь сидеть с ними. Ага. И говорю, я только чтобы ты знал, что ты меня не посадишь дома с детьми, пока ты будешь гастролировать. Так что вот почему нету. А когда я уже остановился здесь, я остановился на месте не потому что не от хорошей жизни, а от того, что King's Capital, скандал и так далее, это не совсем здоровая атмосфера, чтобы детей приводить новых. Но, то есть у нас достаточно своих дел, чтобы не надо. Надо более спокойная атмосфера, но здоровые ситуации, чтобы устанавливать детей. Вот пока. Но я еще надеюсь, еще мечтаю. Кто его знает. Спасибо. Следующий вопрос. А перевод? So one of the questions that came is that, Pastor, several years ago, you used to tell us in the church that you want to adopt children. Why have you not adopted them up to now? And what's the problem? Or have you changed your plans? I said, no. I have 3 kids, you know them, but I want to adopt 7 more kids. So I want to have 10 in general, 7 more kids. And I want to adopt because I believe that it's going to be a waste for me and my wife to know what we know and to have these principles of producing predictable children and not produce more kids with the same results that our kids are having. I think it will be wise to be able to multiply this kind of results, not just from our kids that are from our DNA, but kids, that are coming. I want to adopt actually people from different backgrounds. I want to be able to adopt somebody who is African. I want to adopt somebody who is Ukrainian, Russian, European, maybe American, maybe Gypsy, maybe half-caste, maybe colored, as many variety as possible, so that they will all be my kids, grow up in my house, and I'm very sure and certain that we'll have the same result, like with our 3 kids. So once we are able to do that, that is another proof to the world that this is not about luck. It is not DNA that produces good results in kids. It is what you put into them that actually produces or determines who they become. So life is predictable, and you can actually raise up predictable children. So why am I not having those kids yet? Why have I not done it? Because when I started talking about it, I was busy traveling all over the world, and my wife was dealing with the 3 kids by herself. So to bring 7 kids more to her, she said she's not going to settle for that. If you want 7 more kids, you sit with them. So since I couldn't sit with them, I couldn't get those kids that time. But now that I'm seated here and I'm not traveling, I still couldn't have them because now I have too much in my hands. We have too much in our hands because I have the lawsuits going on, false accusations, all kind of things that are not very healthy to bring in many more children into. So I'm still having a dream. I've not rejected that idea, but I'm waiting for the best and optimum time. Maybe it will still happen. Следующий вопрос. Вы учите нас, как относиться к созданию семьи и воспитанию детей, за что вам огромное спасибо. А кто вас учил? Как вы пришли к этому? Да, это, для меня это тоже сюрприз. Вот я, допустим, с кем мы бегали сегодня, вот девушки, Вадим, Юра, и они мне говорят, что это взрыв мозга. Я говорю, вот эти принципы, которые я вам дал, большинство из них у меня уже было с 27 лет. Мне сейчас 50. 25 лет тому назад у меня эти все принципы уже внутри меня были. Я сам, я, конечно, учился, не учился, а читал книги, наблюдал, я больше наблюдаю, делаю выводы.
То есть, что мы имеем в жизни вообще. И то, кем нельзя быть. Но, к сожалению, то, как все есть. Как мы все живем. Давайте, я вас как пример. Как весь мир живет. Лена, как человек, который живет нормальную жизнь. Что происходит в зале? Кто пошел? Не знаю. А кто, кто-то пошел? Ну, кто-то пошел, мужчинам пошел. А как он одет? Ну, в белой блузке и в синих брюках голубых. А это что происходит? А тоже ходит в светлых брюках и в светлой блузке. А что девушка, что там происходит? А девушки там, они машут веерами, потому что им жарко. Вот что это такое? Это то, как все мы с вами живем. Мы живем и только реагируем на то, что происходит. О, человек пошел. О, да, белая рубашка и белые брюки. А тут машет. Это самое. То есть, как мы живем? Мы просто реагируем. Мы только наблюдаем глазами и или, допустим, я сейчас в моей машине собираю людей. Ну, моя машина там место есть. И я не люблю сам ездить, потому что я думаю, как я могу сам ездить в машине, когда дети Бога другие, такие же, как я, дети Бога. Я проезжаю мимо них, а они пешком ходят. Но для меня это нелогично. Если Бог мне подарил или благословил этой машиной, как-то для себя, только сам буду ездить, это, ну, для меня это некорректно. Мне надо, это их на тест дал мне это, и они должны пользоваться со мной. Короче, я часто загружаю свою машину, поэтому я на спорт собираю тоже, загружаю всех в машину, и мы идем бегать. Короче, к чему я говорю? Когда люди сидят в моей машине, мы часто общаемся. И когда мы едем, да, говорю, о, пастор, ну, как расцветло, какой-то береза расцвела. А потом мы куда-то пойдем, о, какая реклама, интересно. А потом мы куда-то поедем, говорю, о, да, люди спешат на работу, люди спешат. А потом кто-то скажет, ой, девушка за рулем, девушка за рулем. Это у меня книга такая есть, как упорядочить свои мысли и как управлять твоими мыслями. Вот у меня книга такая, там есть день обыкновенного человека каждый день. Вот мы все так живем. Ну, пастор стоит на сцене. Ну, интересные брюшки. Да, блокадный, да, украинский флаг. Я говорю, а они о своем, да, украинский флаг. А я говорю, как нужно воспитывать, а кто-то себе о своем. Это же украинский флаг получается. Да, надо же. Вот это как все в основном живут, к сожалению. То это то, как весь мир живет, но это то, как нельзя жить. И когда мне так говорят, что как вы к этому пришли, они удивляются, что мы живем на белом свете, мы никогда не видели, чтобы так мыслили. Причем не только вы так думаете. Сейчас в интернете на английском будут комментарии, идите читать по-английски. Они так же сами говорят, что он откуда взялся? Вот эти англичане сидят сейчас. Они говорят, одна из них немка, две англичанки, африканка. И они говорят, мы смотрим на пастора Сандея, мы думаем, что он, наверное, второй после Бога свалился откуда-то. Потому что они тоже живут в своих странах так же самое, как мы все живем. Биомасса везде. Вот. И они говорят, откуда у него такое? Что это? Как это у него? Как он мог додуматься? Но мы даже не думаем об этом. Как и наши тоже говорят. Это все из-за того, что я только что вам описал. Люди думают, что глаза это только чтобы наблюдать и пересказать. То есть мы, уши, просто чтобы услышать и тоже пересказал. То есть мы что делаем? Мы живем просто чтобы, вот как, пошел парень, встал, высокий, маленький, бородатый, он так, интересно. А это машет. Береза расцвела, голубой, хорошая погода сегодня.
в основном люди вот просто мы реагируем на жизнь. Ну, вы понимаете, что я сейчас сказать? А так нельзя жить. Мы люди. Мы гомо сапиенс. А вот так, как я сейчас описал, да, что реагируем на жизнь, это животных так созданы жить. Вот это, ну, собачка, они... Он тебя видел, обошел. А потом за тобой. А потом, ну, хвостиком. То есть, это вот так жить должны животные. То есть реагировать только на то, что видит. А потом там, значит, надо кушать. То есть, вот так созданы жить не люди. Не люди. Так созданы жить, ну, животные. Мы тоже считаемся животные. Но из всех животных люди отличаются. Вот все животные так живут. Наблюдают и пересказывают. Наблюдают и пересказывают. Или повторяют. Наблюдаю и повторяю. Наблюдаю и повторяю. А что человека отличает от животных, это способно делать то, что называется умозаключение. Запомните это слово. Умозаключение. Глаза тебе отданы, не чтобы наблюдать и повторять. Уши тебе отданы, не чтобы слышать и повторять. Все это тебе отданы, чтобы делать умозаключение. Умозаключение. Почему умозаключение важно? Потому что мы гомо сапиенс. Это значит человек разумный. И это отличает нас от животных. Животные не имеют способность делать умозаключение. Они не умеют. Давайте. Она начала аплодировать. Поэтому я говорю, давайте, можно аплодировать. Поэтому, чем мне повезло. Когда я был в университете, я, не хвалю себя, но я хорошо учился. Я постоянно спорил с этими коммунистами. Потому что я уже был верующим, когда я приехал. Они меня вешали постоянно на уши, лапшу разные. Типа Бога нет, там коммунизм, там сталинизм какой-то, ленинизм, философия, ленинская, марксистская теория, ленинская, марксистская философия, атеизм, разные, история КПСС. Короче, всякие у них там чушь было собачье много. Короче, и я постоянно, я же знал лучшего, я знал, что Бог есть и все. И я постоянно должен думать. Когда они приходят на занятия, и меня начинают мозг так чистить. И я начинаю говорить, нет, я не буду как все. Я говорю, хорошо, давайте, я сейчас послушаю аргумент. И я постоянно думаю контрмеры. Я постоянно анализирую, что они говорят. И я начинаю постоянно искать ответы, как противостоять, как разбивать их аргументы в дрезбле. И благодаря этому я обнаружил, что когда я уже расту по жизни, я уже привык к тому, что все надо воспринимать с аналитикой. И надо постоянно анализировать все. Постоянно анализировать и делать умозаключение. И поэтому я стал так больше учиться для себя. Не просто, допустим, видеть, что она где-то желтый вверх и бордовый низ. А я делал какие-то умозаключения. Чем я могу, если кто из вас не слышал, я делал школу ассоциативное мышление. Стратегическое мышление. Идите слушать эти школы. Они вам помогут. То я делаю умозаключение. И благодаря тому, что я делаю умозаключение, допустим, я вижу кого-то, у кого не удалось семья, да? Развелся кто-то. И я не просто говорю, развелся, жарко. А я еще задавал вопросы, что привело к этому разводу. И я с этого делаю учение. Если кто-то за мной наблюдает, все мои книги рождаются только потому, что я наблюдаю и делаю умозаключение. Вот, кто-то свидетельствует здесь. Я не просто говорю, допустим, вчера, я делаю это самое, я говорю, кому-то я уже говорю, Галя, я говорю, надо написать книгу об этом. Как воспитывать предсказуемые детей. Все. То есть я не только события, Летний пост или
Ну, нет. Я превращаю, делаю умозаключение. Как можно принести с этой пользы? Как с этого можно делать продукты? Как можно благословить больше людей с этого? Как можно это, ну, короче, вы понимаете, да? Постоянно делать умозаключение. И благодаря этому, я читал книгу, допустим, я не могу понять, если человек прочитал мои книги хотя бы 10, чтобы он не стал творцом истории, мне непонятно. Потому что для меня, если я считаю, значит все. Я это буду таким, или буду делать. То есть для меня важно больше применение, ну, умозаключение и продукт, какой я ведам, чем просто считать. Мне не интересно считать, если я не буду ведать какой-то продукт. Ну, я не знаю, понимаете или нет? То есть надо перестать жить как человек, который реагирует на жизнь. И стать человеком, который конвертирует жизнь. Который переводит жизнь. Который, ну, истолкует жизнь. Который делает выводы, умозаключения и создает продукты из всего того, что он видит. И все то, что происходит вокруг него. Не знаю, сложно или понятно. Достаточно понятно или не совсем? Okay, let me try to do that in English. So, поэтому никто меня не учил, у меня никогда не было отца. Это не только по вопросам семьи, вообще по жизни так. Я покаялся 19 лет. Я ходил в церковь вот так. Всего лишь 6 месяцев. До сих пор. Я не больше 6 месяцев никогда не был в церкви. Я никогда не познакомился с пастором. Я никогда не был членом церкви. Я никогда не был лидером церкви. Просто полгода ходил. Просто телевизор смотрел. Покаялся по телевизору и ходил в церковь полгода. И все. Все, что я знаю, не только по семье, или по всему. И духовно, и церковь. Это все сам доходил до этого. Через самообразование и через умозаключение. Самообразование и умозаключение. Самообразование и так во всем. И если вы читаете мои книги, вы видите, что книги у меня во всех темах. Обо всех темах. И научные там есть, и философия там есть, и история там есть, и антропология там есть, и социальные науки там есть, и математика там есть, и физика там есть. Потому что вот такой принцип в XD. То есть, вот точно как вот люди удивляются, что я знаю такие вещи. Также я сам удивляюсь, что хочу, как это вы не знаете, я в шоке. Вот такой же шок у меня, как это, получается, вы только живете, для меня это не могу понять, что люди только живут. Вот, допустим, эти все вопросы, которые я вам задавал, да, я в шоке от того, что все так не думают. У меня мозг не выдерживает, что не все так думают. Просто логика мне непонятна. Если я хочу жениться на девушку, и потом спросить у нее, ты 50% будет давать, и я 50%. Зачем я тогда к ней подошел? Ради этого она себе это самое, выросла, чтобы давать 50%. Если я говорю, я буду мужем, я же ей сказал, я буду твоим мужем, ты иди за мною. А что это значит, если я не беру ответственность? То что это значит? Иди за мной, если я не беру ответственность. То есть иди за мной и корми себя. Иди за мной и себя будешь обеспечивать. Еще и смея. Это уже нет, это уже, конечно. Об этом никто не говорит. То есть мне непонятно. Или, допустим, сегодня утром мы говорили с Вадимом. Я говорю, вот, допустим, они тоже задали вопрос, как вы к этому пришли? Я говорю, Вадим, ты мне просто даешь пощечину. Вы как к этому пришли? Я говорю, это же меня удивляет, как ты к этому не пришел. Ему это не
Я просто сказал ему, вот, я как пришел, ну, я послушный, я говорю, я пришел так. Я знаю, что я женюсь, и если я буду жить с этой женой, буду дети, это, я наблюдаю, я вижу везде дети появляются. Значит, дети, это же, элементарно. Если дети появляются в результате свадьбы, надо же планировать, как они появятся, с кем они будут, какая судьба их ждет, зачем их привести сюда. Я не знаю, как кто-то может об этом не думать. Вот я это не понимаю. Это просто естественно. Я буду с женой жить, дети будут появляться, значит, надо готовиться к тому, к их появлению. Это нормальная логика. Даже героизма здесь вообще нет никакого. Как это вы говорите? О чем вы? Чем вы удивляетесь-то? Это значит, дом должен быть, квартира может быть, машина должна быть, дома хозяйка, как это, прислуга должна быть, или помощница должна быть. А если я на нее женился, и я ее люблю, я должен ей обеспечивать все комфорты. Что не готов, когда я женился на нее, я ей не сказал, ты будешь в кухне сидеть и готовить для меня. Мы же так не договаривали. Я ей не сказал, будь моей женой, ты будешь в кухне сидеть. Это же не ее профессия, это не туда не входит в описание. Это самое. Поэтому я говорю, ты будешь моей женой. Я тебя люблю, ты будешь моей женой, значит, что кухни будешь готовить или не готовить, это по твоему усмотрению. Но это не есть твое обязательство. Он захочет, пожалуйста, не захочет, я найду человека, кто будет готовить, но твое место не в кухне. И твое место не тоже в стирке. Ты жена, я тебя люблю, я женился на тебя, чтобы тебе дать лучшую жизнь, не чтобы ты стал, стирать или, убирать. Это называется по-другому, это называется, прислугой, или, как это еще называется, домработница. Вот это другое определение, надо нанять это отдельно. А жена же это жена. Это у меня логика так думает. Я не знаю, как мужчины бывает. Когда вы планируете жениться, вы же не думаете о кухне или о стирке. Я так не думал. Я думал только о ней. О любви, о чувствах, о партнерстве, о дружбе. Но не о кухне. Я же до нее раньше кушал. До того, как я на нее женился. И стирал, и гладил. Почему она должна все это взять на себе? Я что стал? Женился и стал инвалидом или что ли? Сейчас, минутку. Ой, где мы там начинали? Уже много заговорил. А какой там? Умозаключение. Okay. So the question they asked was, Pastor, how did you come to this conclusion? How did you come up with all these points, all these messages? I said because unfortunately most of the world, we only observe life. We observe and just repeat what we see. We don't, but that's not the way we are supposed to live. Animals live like that. When you just observe life and just follow life and just do what everybody does, that's animalistic lifestyle. I said, yes, we are all animals. Animals and people, we are all animals. But in the class of animals, we are superior. We are on a class of our own. We are made in God's image and in God's likeness. So we shouldn't just behave like animals. We are supposed to behave like God. And one of the major things that separates animals and people is that people are the only ones who could make logical conclusions. Logical conclusions. Don't just observe life, but from your observation, come to some conclusions. Make logical conclusions from your observations. Your eyes, your ears are not just for observation and repetition. You are supposed to create and come to conclusions and create behavioral patterns out of that. So that's what I've done. I just observe. I see the way things are. And I want to find out how I can improve it, or what I can do better, or what are the lessons I take from those things I've observed for myself. So that's how those messages are. That's how I write my books.
I write my books by talking to people, observing them, and I, make some conclusions, some, logical conclusions about what I'm saying. And I develop them to become lessons and things like that. If that was go on. Okay, I developed that ability from the days in the university, from my days in university. In the university, I used to be the only believer in class, and my professors used to come and say there is no God and this and that, and I used to sit down and trying to counter what they are saying, and so I was always engaged in thinking on how to defeat the professors. So that kind of developed the skill in me to always think, analyze, and make conclusions and come out with products. But what surprises me is that other people are not like this. I thought the whole world is like me. But now I've talked to people in Ukraine, outside of Ukraine, America, Europe, that everybody's saying I'm like strange. And I'm thinking, you are all strange that you are not like me. I thought everybody's supposed to be like me. But I discovered that, well, people just don't reason. People don't think. People don't analyze. People just follow other people. They just follow other people and, and just do what other people do. They are not making logical conclusions like Homo sapiens are supposed to do. And I said that for me, it's easy to make such conclusions. If I know that people, husband and wife, marry, and they, normally what I've seen, it's very easy to see that when people marry, the children come after that. So since I see that, I have to think. So if I marry two, children will come. So where would they come to? What kind of home? So I must get a home ready. How will I transport them? So I must get a car. If children come, do I have enough money to support them? So I must make money before I marry. So if children come, which kind of citizens or people do I want them to be? I want them to be successful. I want them to be smart. I want them to be strong. So I must develop ways to make them become like this. So I think, why is it that not everybody thinks like that? Everybody is supposed to think like that. That's what I think. Because it's so easy, so obvious. I'm not a hero. There's nothing special in what I'm doing. Just observe and make conclusions and make logical conclusions. And the same thing when I wanted to marry, I never told my wife, okay, marry me because you have to cook for me. Or marry me because you have to cook for me, or because you have to clean my clothes. I told her different things. I love you. You are going to take care of you. And so to now change that after marriage and make her just to be sitting in the kitchen cooking for me or cleaning my clothes, it's not fair. It means I've deceived her. It means I've let her down. So I must make sure that I'm prepared enough to be able to get somebody to do all that or help her do that, or I do that myself, rather than making her to just be a cook or a cleaner in the house. No, that's not the bargain. The bargain was that she's going to be someone I love, someone I care for, someone who is my partner, my friend. That is what it's about. Not about cleaning or cooking. And also, some people marry and then they say, give 50% of your income. And I didn't bargain that with her, that when you marry, you go and work and give me 50% and I'll give you. That is irresponsible. Because if I say, I love you, you follow me, be my wife, it means I should have thought, do I have the money to take care of her? Can I really take care of her? Can she become my wife? Can I support her? Then I say, come and follow me. But to now come back and say, 50% for you, 50% for me, that's not the bargain. I am the husband. You follow me. It's like saying you marry her and then you say, okay, you marry me, I will have you, but you will feed yourself. You will take care of yourself. So why did she go to marry me? Doesn't make sense. So I said these things are just easy, just by making logical conclusions and observation. So nothing special. People don't think like that. Well, I'm surprised. I'm surprised. Окей, все, наверное, время уже пришло. А то он уже готов следующий вопрос считать. Может быть, завтра. Как? Может быть, завтра. Все, короче, я не знаю, что-то получили или не совсем. Я пригрузил вас, вижу, да? Пригрузил я вас.
Все, спасибо. Я побежал. У меня прямой эфир сейчас. Кто там дежурный, пастор? Дорогая церковь, давайте встанем, помолимся сейчас за нужды. Будьте добры, пожалуйста. Слава Богу. Давайте помолимся сейчас за нашего пастора, за его семью. Пусть Бог благословляет это потрясающее служение. Вообще, чтобы из биомассы как можно больше плодилось личностей, да? Вот. Господь, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за нашего пастора, за нашего учителя. Боже, благослови все его виды служения, благослови его семью, благослови все сферы его жизни. Стань огненной стеной вокруг него, мой Бог, и прославься среди него. И пусть через него, мой Бог, Твоя слава, она будет сиять и распространяться не только в Украине, но по всему миру, чтобы воистину этот мир стал краше, чтобы воистину этот мир был свидетелем Божьей славы, чтобы воистину он исполнил то, для чего Ты его призвал, не только на Украину, но и дал ему жизнь, мой Бог, здесь на земле. Мы отдаем его в свои руки, мы отдаем в его руки его семью, его детей, его жену, мой Бог, и прославляйся во всех сферах их жизни. Пусть вся слава и Твоя благодать пребудет на них до последнего их вздоха здесь, на этой земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И давайте помолимся. Что? Мы сейчас помолимся за церковь, пастор, и за нас, за всех, конечно, тоже будем сейчас молиться. Давайте помолимся сейчас вот за эти нужды. Это тоже нужды, да? Давайте прострем наши руки сюда, да. Господь, в момент, когда мы писали все эти молитвы, Он уже их читал, да, и Он знал их раньше, потому что они были в нашем сердце. Просто мы поблагодарим Бога, что Он решает каждую нашу нужду. Господь, во имя Иисуса Христа, мы приносим к Твоему престолу милости и благодати все эти нужды, и благодарим Тебя, что Ты знаешь их и решаешь каждую нужду по богатству славы Твоей, Господь. Пускай уйдут все недуги, о которых просили здесь, ибо Ты... Ранами Твоими мы исцелены, Господь. Пускай решатся семейные проблемы, о которых здесь просили, мой Бог. Пускай пройдет восстановление там, где было поражение, мой Бог, во имя Иисуса Христа. Все, что здесь просили, я знаю, что Ты даст больше, чем мы просили, потому что у Тебя, Господь, есть ответы для каждого, и любой минус Ты превращаешь в плюс. И мы благодарим Тебя за ответ, который Ты даешь сегодня, во имя Иисуса Христа. И все сказали «Аминь». Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это потрясающее время общения с Тобой, с друг другом, за этот пост и молитву. Я прошу Твоей особенной благодати. Пусть все, что мы слышим здесь во время этого поста, она не просто будет для нас информацией, это будет тем, что преобразует нашу жизнь, преобразует нашу личность, наше служение и наше влияние на этот мир. И в молитве согласия, в молитве единства друг за друга мы сейчас ходатайствуем друг о друге. Мой Бог, я не знаю, у кого какие нужды, у кого какие проблемы, у кого какие вопросы, но я знаю, что об этом знаешь Ты. Мой Бог, и Ты сейчас знаешь все наши помыслы, Ты знаешь все наши желания, тайные, явные. Ты знаешь, Господь, все, о чем мы сегодня Тебя просим. Мой Бог, яви себя каждому из нас. Пусть Твоя милость, пусть Твоя благодать пребудет с нами. И пусть все, что Ты задумал сегодня сотворить с нами, оно произойдет. Мы просим Твоего особенного вмешательства в эти дни уходящего уже поста в нашу жизнь, в наше служение, чтобы мы не оставались такими, какими мы были, чтобы мы стали, Господь, сегодня еще ближе, отражающим образ Твой этому миру, чтобы мы преобразовывались к Тебе с каждой минутой этого поста, чтобы никто не уехал отсюда таким, каким он пришел сюда. Мой Бог, яви свою благодать на наши семьи, на наших родных и близких, на наше служение. И пусть Твоя слава явится и в нашем теле, пусть наше здоровье, оно также будет ярким отражением Божьей славы. И наша финансовая жизнь, она прославит Тебя. Бог, мы подаем себя в Твои руки. Мы отдаем, Господь, всех наших родных и близких в Твои руки. И просим Тебя, царствуй во всех сферах жизни нашей и во всех наших служениях. Во имя Иисуса Христа. Благодать
Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет с нами и нашими семьями. Аминь. Будьте благословенны, дорогая церковь. Ждем вас завтра. На последний день фактически уже поста. Благословенное время, потому что Бог последнее приготовил самое вкусное. Бог, пусть